Для создания бутона розового пиона нам понадобится фоамиран зефирный белого и розового цвета 1 мм, масляная пастель зеленая 241, красная 206, фуксия 210 и розовая 216. Губка для нанесения пастели. Также флористический песок белого или желтого цвета, акриловый лак, у меня просто лак для ногтей, плотная проволока для стебля, у меня 1,2 мм, можете взять такую же, либо на 10 мм. Шарик пенопластовый, у меня на 4 сантиметра, но на самом деле нужен на 3 сантиметра, у меня просто закончился. Это слишком великоват, но мы попробуем с ним поработать. Если у вас есть возможность приобрести на 3 сантиметра, то лучше взять его. Далее молды, вот такой специальный молд большого лепестка, именно для этого сорта, очень хороший. И любой молд с радиальными прожилками. У меня вот такой универсальный, он используется для гвоздики, также используется для мака, ну и вообще на самом деле непонятно его предназначение, поэтому я использую его для пиона, здесь он мне как раз подошел. Если у вас такого молда нет, можете заменить любым молдом, вот таким вот с радиальными прожилками, и дальше вырезать просто по выкройке. Вот таким образом. Здесь нам не обязательно форма, мы ее просто по выкройке вырежем. Конечно, клеевой пистолет, стержень, ножницы, утюг, губка для работы с молдом. Вот и все. Поехали! Самое первое, что мы сделаем, подготовим основу из шарика и проволочки. Проволока у меня довольно длинная, я ее поделила пополам. Сразу рассчитывайте, какого размера у вас будет стебель. Мне кажется, вот у меня здесь сантиметров 30, мне будет достаточно для стебля одного пиона. Порежу. Очень плотная проволочка, для того, чтобы стебель держал хорошо наши бутоны, они довольно тяжелые, поэтому я использую вот такую максимально плотную проволоку. Прокалываем дырочку в середине шарика. Можно сделать кольцо, но у меня здесь очень плотная проволока, поэтому я ее чуть-чуть постараюсь загнуть и вклею сразу в шарик. Вот таким образом основа готова. Итак, далее мы будем готовить лепестки. Для экономии материала мы сначала будем работать с большим кусочком фоамирана, далее будем работать с остатками. Итак, у меня вот такой молд. Здесь 2 листочка, это очень удобно, это в 2 раза быстрее получается отжимать на молде. Нам понадобится вырезать 3-4 полоски. У меня здесь получается 8 вот таких отпечатков, соответственно умножаем на 2, будет 4. Поэтому я вырезаю 4 полосочки. 4 умножим на 16 будет 64 лепестка. Либо 3 полоски понадобится, либо 4, в зависимости от того, как мы будем работать, как размещать лепестки. Здесь лучше сделать заранее побольше. Поэтому ориентируемся на 64, можно чуть-чуть поменьше. Поехали. Вырезаем полосочку под молд. Я знаю, что у меня вот здесь есть и так уже припуск, поэтому делаю полосочку не очень широкую, так как лепестки отпечатываются вместе с молдом, поэтому у меня тут еще будет много места. Для экономии материала, опять же, я сделаю поменьше, без припусков. Итак, берем утюг, он уже у нас разогрет, губочку, молд готовим обязательно рядышком, прикладываем материал на губку, немножко с запасом, чтобы не обжечься, прикладываем на утюг. Итак, у меня получилось 8
отпечатков, соответственно 16 лепестков. И еще вот такой вот кусочек остается. Очень удобно, потому что мы как раз его будем использовать для изготовления тычинок. Ой, пестиков вот таких. И нам понадобится 4-5 таких заготовочек. Раз, два, примерно плюс-минус 4. И можете использовать любой кусочек, какой у вас остался. Может быть, он уже из молода, может быть, испорченный. Без разницы, мы все равно будем его плавить на утюге, поэтому все ваши кусочки пригодятся. Пестиков у нас будет 5 штучек. Итак, прикладываем просто на утюг полосочку, примерно размером 5 сантиметров, ширина 2 сантиметра. Это ориентировочно очень, мы все равно будем его исправлять. Прикладываем и начинаем тихонечко закручивать мягкой стороной губки. Если будете этой стороной прокручивать, то все волокна зеленые останутся на фоамиране. Итак, вытягиваем чуть-чуть. Здесь нам не нужно терять в объеме, потому что наши пестики будут объемненькие, такие плотненькие. Поэтому я чуточку вытягиваю совсем, отрезаю лишнее. Здесь у меня примерно 7 миллиметров получается в ширину. Я поделю пополам. Ориентировочно размер одного будет 1 сантиметр. Может чуть меньше, чуть больше, ничего страшного. Точно так же поступаем с остальными. Вот у меня даже 2 получилось из одного кусочка. Фоамиран материал пластичный, поэтому рассчитать невозможно. 1 или 2 пестика. Прикладываем. Еще раз показываю. Прокручиваем. Аккуратно, ровненько. Прокручиваем несколько раз на утюге. Прогреваем. И быстренько подтягиваем чуть-чуть. Буквально немножко. Чем тоньше вы хотите сделать пестик или вообще работы с этим способом по фоамирану, этой техникой, тем сильнее вытягивайте. Мне как раз вот такой размер нужен, поэтому я долго вытягивать не буду. Ну вот по сантиметру получилось. Раз, два, три, 4. И последний кусочек прикладываем и прокручиваем. Вот такие заготовочки у нас получились. Теперь делаем следующее. Берем заготовку. Вот у нас шов от фоамирана здесь есть. Видите? Швом получается сюда. Это будет острый край у нас. Так как пестики у пиона вот такие закрученные, нам нужно будет вырезать небольшой отрезочек вот здесь под углом. Прикладываем ножницы и просто под уголочком отрезаем. Вот таким образом. Остренький, красивый, очень похож на живой. Я знаю, что многие мастера используют для этого вайнеры, вкладывают туда глину и используют глиняные такие пестики. Но у меня нет ни глины, ни подобного молда, и они стоят очень дорого, поэтому мы будем пользоваться вот таким бюджетным, очень удобным, простым вариантом. Поехали дальше. Так, помните, да, шов. Шов должен быть острой стороной, так как он будет в серединке, его не будет видно. Поехали еще раз. Раз. Делаем остренький носик. Убираем лишнее. Вот такой красивый получился номер 2. Ну, точно так же обрабатываем все 5. Так, шов здесь. Подкручиваем ножницы полукругом вот таким раз и отрезаем. Если нужно где-то подправить, чтобы был остренький, аккуратненький, тоже это делаем. Так, и еще 2. Пришло время лака, флористического песочка и пастели. Итак, берем губочку, наносим зеленую пастель
номер 241 и полностью окрашиваем нашу заготовочку. Сверху можно сильно не окрашивать, только по бокам. Вот такой зелененький получился. Дальше обрабатываем все остальные точно так же. Наносим пастель. Такой должен быть нежный цвет. Далее берем красную пастель номер 203 получается, наносим на губочку и чуть-чуть проходимся сверху вот здесь и по бокам немножечко. Точно так же все остальные обрабатываем. Угу. Далее берем акриловый лак. Приготовьте флористический песок заранее. Берем акриловый лак. Наносим на верхнюю часть нашей заготовки чуть-чуть. Можно не весь пестик окрашивать. И насыпаем флористический песок. Вот такой классный эффект получается. Обрабатываем таким образом все остальные. Возвращаемся к нашей заготовке, выбираем центр и начинаем подклеивать наши пестики. Наносим клей чуть-чуть, далее находим центр и приклеиваем первый пестик. Вот этими носиками, получается, они должны смотреть друг на друга, вот таким образом. Прикладываем. Можно клей нанести на шарик, но если у вас очень сильно разогрет пистолет, то шарик может немножечко поплавиться, поэтому аккуратнее. Наносим клей, прикладываем друг к другу, распределяем так, чтобы все все пестики смотрели друг на друга и были расположены по кругу. Так, 3 и еще 2 сюда. Сейчас добавлю, чтобы они смотрели друг на друга и были все ровненькие. Так, вот такая красота получается. Прикладываем, держим. Пока клей остывает, нам понадобится небольшой кусочек фоамирана. Здесь можно использовать вообще любой огрызочек. Отрезаем примерно полсантиметра, длину 3 сантиметра. Прикладываем на утюг и чуть-чуть растягиваем, буквально немножечко, совсем чуть-чуть. Я вот его подтяну, чтобы он мне был удобен. Ой. Будьте аккуратны, может порваться.
Итак, у меня получилось примерно 5-7 сантиметров. Из 2-3 я вытянула. И теперь наносим клей, капельку клея, прикладываем сюда и обтягиваем наши пестики так, чтобы они были ровненькие. Просто стягиваем их, чтобы они смотрели друг на друга так, как нам надо, чтобы они стояли тут дружненько, одинаково. Обкрутили. Ну и, соответственно, наносим капельку клея и закрепляем. Все, теперь они уже никуда не денутся, будут вот такими аккуратненькими и красивыми. Вернемся к нашим заготовленным лепесточкам и начинаем просто вырезать по молду. У кого молда нет, я прикреплю выкройки этих лепесточков. На самом деле можно вообще не делать с прожилками, здесь ничего особенного нет. Мы все равно перекрутим их, все равно с ними поработаем. Итак, вырезаем фигурный край у каждого лепесточка. Чем замысловатее, тем будет интереснее. Вот у меня есть такой, например. Один я сделаю просто ровненький. Ну, в любом случае, там, вот так ножницами сделаю неровный край. Он у меня вот такой целенький. Дальше. Поехали. Вырезаем здесь тоже как вам угодно. У меня вот здесь будет небольшой разрыв лепестка. Дальше уже целенький останется. То есть здесь как вам больше нравится, так и вырезайте. Не нужно к чему-то особенному стремиться. Просто вырезайте, чтобы было ровненько, красиво и с разным рисунком по краям. Все, вот я здесь тоже сделала залом. Вот таким образом вырезаем абсолютно разные лепесточки. Ленивый мастер может сделать белые пионы. Это тоже эффектно очень смотрится и красиво. Но мы сегодня с вами будем трудяшками и сделаем наш пион розовым. Поэтому нам понадобится окрасить все эти лепесточки в розовый цвет. Вот такой нежный розовый 216 номер. Поехали. Здесь все просто. Наносим пастель на губочку. Прикладываем лепесток и тихонечко, очень нежно, чтобы рисунок прожилок белый был виден. Вот, обратите внимание, видите, белый видно. Переворачиваем и с двух сторон нежным нанесением окрашиваем только верхнюю часть. Дальше нам не понадобится. Вот таким образом, чуть-чуть. Чем нежнее нанесете, тем нежнее получится пиончик. Итак, настало самое интересное время. Я загибаю вот так вот стебель, чтобы мне было удобнее работать. Итак, берем самые маленькие лепесточки, которые у нас есть. Начинаем перетирать самую верхнюю часть. Просто складываем гармошкой или как вам удобно. И перетираем вверх, вот так между пальцами. Не жалея пальчики, хорошенько перетираем. Видите, уже получился такой замысловатый лепесток. Далее складываем его пополам, прожилки сверху, внимание, и загибаем вот таким образом. Вот так у нас получается. И далее
обязательно подкручиваем края в разные стороны. Можно внутрь, можно снаружи, в разные стороны. Вот таким образом, такая технология обработки. Видите, как он ожил? Уже стал совершенно живым. Теперь зажимаем здесь в самом низу, наносим капельку клея, зажимаем и наносим клей на основание. Далее прикладываем сюда к нашим пестикам, перекрывая белую полосочку, приклеиваем. Вот таким образом первый лепесточек. Точно так же или чуть-чуть по-другому в разные стороны начинаем обрабатывать следующие лепесточки. Я ищу самые маленькие, потому что когда окрашивала, они немножко вытянулись, стали подлиннее. Итак, перекручиваем. Видите, уже интересный какой получился. Загибаем, чтобы он смотрел внутрь. Далее я этот подкручу в обратную сторону. Вот так он у меня будет смотреть. Ну и, соответственно, здесь также подклеиваем серединки и на нижнюю часть клей тоже наносим. Я просто в хаотичном порядке размещу, не рядышком, например, напротив. Вот таким образом у меня уже рождается пиончик. Чем замысловатее, чем интереснее вы загнете свой лепесток, тем интереснее пион у вас получится. Подклеивайте, формируйте, как вам интересно, как вам нравится. То есть здесь работаем абсолютно, используя свою фантазию. Вот видите, у меня здесь был трезубец такой, двузубец. Я перекрутила. Далее подгибаю опять внутрь. И один, например, одна часть лепесточка у меня будет подкручена в одну сторону, вверх, а другая будет смотреть вниз. Вот так интересно получается. Теперь я должна эту форму зафиксировать клеем. Помните, да? Зажимаем, наносим капельку и на нижнюю часть. Теперь я сюда подклеиваю. Естественно, лепестки должны быть выше, чем пестик. Но они могут быть ниже, чуть-чуть, могут смотреть в разные стороны. Здесь уже все зависит от вас. Как вы хотите, так и будет. Следующий лепесток я постараюсь сделать так, чтобы он смотрел в другую сторону. Сейчас объясню, как это делать. Перекручиваем, подгибаем, да, точно так же. Дальше обязательно обрабатываем нижнюю вот эту вот часть, чтобы они были тоже загнуты, живые. Так, здесь подклею. И теперь клей наношу на внешнюю часть лепестка. Вот так. И подклеиваю уже спинкой к нашей заготовке. Вот так, чтобы, например, один лепесточек смотрел в другую сторону. Вот таким образом. И теперь вы можете пользоваться любой из этих технологий и размещать лепестки в разные стороны. Подкручиваем, запоминайте, загибаем. Так, наносим клей в серединку и на край лепестка. Далее подклеиваем. Это тоже у меня будет смотреть внутрь. Вот, обратите внимание, как они все выгибаются, как они красиво завиваются. Это основной секрет работы с нашим пионом. Так, поехали. Обрабатываем каждый лепесток. Итак, девочки, как только у нас уже верхняя часть немножечко перекрыта, теперь старайтесь сделать больше лепестков, которые смотрят наружу, вот таким образом, потому что здесь уже лепестки сформировались, они уже открывают бутон и смотрят в абсолютно разные стороны. Вот я сейчас добавлю этот лепесток, и он уже будет смотреть, получается, не внутрь бутона, а как бы снаружи. Вот видите, я наношу клей на спинку
и прикладываю, ну, например, вот здесь. То есть вот здесь уже лепесток смотрит не внутрь, а наружу. Вот таким образом. Вот. Теперь можете размещать примерно 3 к 1. Один лепесточек смотрит внутрь бутона, то есть вот так, и 3 смотрит наружу. Чередуйте это в хаотичном порядке, и тогда получится пион абсолютно не похожий ни на один другой. Именно ваш красивый такой пиончик. Вот смотрите, видите, я добавила раз, два. Да, сейчас 3 у меня будет смотреть наружу и 1 будет смотреть внутрь. У меня здесь есть несколько белых лепестков, я их тоже чередую, иногда очень редко, тоже там, наверное, 5 к 1, чтобы чуть-чуть оттенить розовый и немножко добавить белого. Так, не забываем загибать, да, чтобы лепесток был живым. Это у меня 3-й лепесток, который смотрит наружу. Тоже размещу его, например, вот здесь. И следующий лепесточек у меня будет смотреть внутрь. Вот таким образом. Далее все те же самые принципы, 3 к 1. И размещаем лепестки примерно на 2/3 нашей заготовки. То есть вот до сюда. Вот здесь все должно быть вот такой объемной шапочкой, состоящей из вот этих вот обработанных нами лепесточков. Вот какой красивый получился. Видите? Похож ни на один другой. Так, это у меня внутренний лепесток, 4-й. А я его вот сюда размещу. Вот такая красота получается. Загибайте лепесточки в разные стороны, чтобы они смотрели. Можете поправлять уже в процессе. Вот видите, у меня здесь есть белый, и я сейчас еще один белый добавлю. Его практически не видно, но он интересно оттеняет розовый. Такой совсем маленький лепесточек. Сделаем его внутренним. Вот сюда чуть-чуть добавим. И уже вот такой зефирный эффект у нас появился. Красота. Итак, девочки, я сделала вам отметки, чтобы было понятно. Вот середина шарика, вот 1/3 шарика и вот 2/3 шарика. Если вы уже сделали 2/3 шарика и хотите полураскрытый пион, то этого уже достаточно вот до сюда.
Видите, у меня уже здесь 2/3 полностью в лепесточках. Сейчас покажу, какой получится. Если вы хотите вот такие подобные полураскрытые пионы в букете, то, дойдя до 2/3, вот здесь вот первая полосочка, можете уже переходить к большим лепесткам. Чуть позже покажу, как с ними работать. Но мы будем делать большой раскрытый пион, поэтому мы располагаем лепестки вот до сюда. Решила показать совсем без молда этот лепесточек, если вырезать просто по выкройке. Так, вырезаем лепесток. Обязательно перетираем в руках, но теперь уже не только верхнюю часть, а полностью весь, потому что мы не прорабатывали его на утюге. Чтобы он хорошенько истончился, перекручиваем в руках. Так, перекрутили. Вот видите, он тоже уже принимает незамысловатую форму, интересную, наоборот, замысловатую. Все, далее подкручиваем, точно так же подгибаем. И вот готовый лепесток пиона получился. Так, сюда и добавляем в наш бутончик. Ну и вот он затерялся и даже не заметен. Точно такой же лепесточек получился. Так что если нет молда, вы можете вполне обойтись только своими ручками. Девочки, я уже почти дошла до отметки 2/3 частей, и теперь все лепестки практически у меня уже смотрят вниз. Вот видите, то есть они должны быть вот таким образом обработаны, не вверх, да, не закрываться, а наоборот вниз спускаться сюда, то есть вот таким образом. Все лепесточки здесь уже смотрят только вниз. Можете иногда чередовать, ну чуть-чуть, вот у меня есть, видите, один, который смотрит вверх, так, чисто для эффекта, а в целом, конечно, лучше уже здесь делать на этой части, чтобы они все смотрели вниз. Итак, вот он уже очень красивый. Мы прошлись вот здесь вот по 2/3, получается, шарика, наклеили лепесточки, и теперь пришло время крупных лепестков. Поехали дальше. Нам понадобится примерно 5 пар таких лепестков, это 10 лепесточков, и еще 2-3 штучки сделаем про запас. Итак, поехали. Размещаем молд на фоамиране. Вырезаем полосочку, как всегда. И дальше отжимаем на молде. Вырезаем по молду. У кого молда нет, я приложу выкройку. И сейчас еще расскажу, как работать тем, у кого молда нет. Ну, по молду все это очень легко и, конечно, экономит кучу времени. Итак, девочки, у кого нет молда, берем небольшой кусочек, вырезаем, ну, примерно у меня тут 5 сантиметров на 6 сантиметров, такой прямоугольничек. Берем шарик пенопластовый размером 6 сантиметров в диаметре, прикладываем эту полосочку на утюг, хорошенечко разогреваем аккуратно и натягиваем на шарик одну часть, чуть-чуть, вот таким образом, чтобы у нас было углубление. Вот так. Дальше по выкройке, которую я вам приложу, можете вырезать. Я буду на глаз это делать. Итак, под углом, ну, соответственно, повторяем форму лепестка, который у нас есть на молде. Вырезаем лепесточек. Здесь уже можете поправить, чтобы он был не кривой. Вырезаем.
ложбинка есть. Это самое основное. Вот таким образом получается размер тот же самый. Далее сгибаем гармошечку, как мы с вами это уже умеем делать. Перетираем. Это поможет нам образовать прожилки на этом лепесточке. Итак, раскрываем. Вот они, чуть-чуть расправляем. Вот они, прожилки. Вот такие тоже появились. Это мы сделали с вами своими руками. Итак, переходим к тонировочке наших лепестков. Здесь бутон будет более светлый, а лепестки большие должны быть намного ярче. Такие немножечко даже вот с фиолетовым. Поэтому я взяла фуксию. Наносим на губочку розовый фуксия и наш розовый. И сейчас, внимание, девочки, обратите ваше внимание еще раз на способ нанесения. Это способ полосочного нанесения, я его называю. Наносим сюда и проводим вот так полосками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот видите? То есть мы заполняем не весь лепесток, а только полосочки. Таким же образом в природе существуют эти лепестки. Сейчас покажу на обратной стороне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть здесь, видите, где-то ярче, где-то больше. И видны вот такие полосочки. Очень хорошо рисунок прожилок таким образом вырисовывается. Ну и лепестки становятся интереснее. Не забывайте, обязательно прокрашивайте торец, потому что он будет очень заметен. То есть здесь у нас розовые, да, здесь совсем белые практически, то есть розовый, светлый. Поэтому обязательно торец прокрашиваем хорошо. Вот так, по краю посильнее. В серединке у нас вот такие полосочки. Прикладываем. Вот видите, он намного темнее получается. И точно так же обрабатываем все остальные лепесточки. Берем розовый, светлый и темный, и вот такими полосочками, резкими движениями раз, раз, раз проводим и окрашиваем наш лепесточек. Вот здесь хорошо прорисовались эти полосочки. Не забывайте про торец. Здесь мы прям усиленно проводим розовым. Вот такая красота. Точно так же обрабатываем все остальные. Так, собираем наши лепесточки в пары. Обязательно размещайте вот таким образом. То есть один уголочек должен совпадать с другим уголочком. Вот так. Так, склеиваем. Аккуратно. Вот так на уголочек. Точно так же еще с парами.
Здесь без разницы, в какую сторону будет уголок, потому что мы будем размещать в хаотичном порядке. Здесь лепестки не должны быть ни на 1/3 предыдущего, там, ни по спирали. То есть они должны размещаться вот так, чтобы было непонятно, где первый ряд, где второй ряд. То есть очень-очень в таком хаотичном порядке. Итак, 5 наших пар мы собираем. Я люблю прикладывать, клеить, а потом уже собирать. Первую пару давайте размещаем вот так, сюда. Это должно размещаться таким образом, чтобы практически 2/3 лепестков были видны. То есть совсем чуть-чуть, на 1/3 мы наносим клей на самый уголочек вот сюда. И все остальные лепестки должны быть видны. Итак, прикладываем. Обязательно проверяем, все ли хорошо у вас здесь, все ли видно. Я как раз чуть-чуть пониже сейчас направлю. Перекрываем здесь все изъяны. Вот видите, здесь видно у меня. Поэтому я сейчас перекрою. Наносим клей аккуратно. И все полностью перекрываем. Эти лепестки у нас должны быть как бы в плоскости, то есть они вот так размещены, ни вверх, ни вниз, только в плоскости, вот таким образом. И будет хорошо, если они будут еще немножечко свисать вот так. Так, следующую пару берем. Здесь уже тоже можно приложить чуть-чуть, заходя на предыдущий лепесток, вот так. Накладываем клей немножко, дальше прикладываем лепестки. Проверяем обязательно с этой стороны, все ли у нас тут в порядке, все ли красиво, ровненько. И по кругу далее остальные лепесточки тоже приклеиваем. Ну, тут уже сложности никакой нет, я думаю. Поэтому поехали. У меня осталось 2 лепесточка, я их обязательно размещу. Тоже посмотрите, может быть у вас где-то между лепестками так и напрашивается еще один. Можно добавить даже несколько. На ваше усмотрение. Я добавлю пару штучек, чтобы у меня просто были лепестки, которые смотрят вниз. Вот таким образом. Я очень люблю такие лепесточки. Можно даже чуть-чуть выгнуть, чтобы они смотрели вниз. И размещу просто там, где мне кажется, они напрашиваются. Не переборщите с лепестками, потому что если сделаете слишком много, будет тоже не очень красиво. А так, пара висящих лепестков — это даже очень и очень мило. Обязательно прикладывайте, смотрите сверху, чтобы было красиво. У меня здесь еще напрашивается, поэтому можно будет еще чуть-чуть добавить 1-2 лепесточка. Так, ну бутончик у нас полностью готов. Осталось только проработать чашелистик, но это уже будет в уроке со стеблем и листьями.